С новым апдейтом World of Tanks в игру добавили итальянскую ветку танков. Вас ожидает более 10 новейших машин и уникальная система дозарядки снарядов, которая полностью меняет ощущение от игры. А приятным дополнением является обновленная карта провинция, которая отлично подходит для обкатки итальянской техники. Регистрация по ссылке в описании дает премиум на 3 дня, 400 тысяч кредитов и быстрый танк Тетрарх. Всем привет! В этой части будет установлено кресло, рулевая колонка и редуктор, а также много сопутствующих мелочей. Остановился я в предыдущей части на установке сиденья. Взял пластиковое черное, которое похоже на оригинал, только без отверстий. Я его уже опробовал, скажу, что оно крепкое и идеально подходит под мои пропорции. Перед установкой кресла нужно сделать пол в багги. Для этого я перевернул тележку с помощью лебедки, которая когда-то покупалась для стройки. Заодно проварил нижнюю часть багги, которая до сего момента была на прихватках. Проваривал электродами марки АК-46. Таким же образом проварил и другие части багги, которые в обычном положении неудобно варить. Для плотного прилегания листа сточил выступающие швы на трубах. Закрою пока металлом часть под ногами и креслом. Моторный отсек оставлю открытым для удобства установки двигателя. Металл использовал холодно-катанный, толщиной 1 мм. Приварил лист к поперечной трубе, далее уже резал его по размерам рамы. Лист буду варить на точке, примерно через каждые 3 сантиметра. В поперечной трубе по центру приварила лист через пропилы в нем. Получились как заклепки у танка. После проварки дна возвратил багги в ее обычное положение, возвращал несколько раз. Все осталось на своем месте. Этот тест лишь напомнил мне поменять задние ступичные подшипники, так как купил я их уже убитыми. Напомните мне после установки двигателя поднять багги, насколько позволит потолок мастерской, и бросить ее на все 4 колеса. Теперь нужно закрепить сиденье на раме. Оно будет стоять примерно в таком положении. В ребро жесткости нужно вставить трубу, но перед этим ее нужно согнуть по форме сиденья. Воспользовался шаблоном из проволоки и технологией, по которой варил некоторые элементы рамы багги. Нарезал трубу на сегменты и согнул по форме ребра жесткости. После подгонки проварил заготовку и просверлил в ней отверстие. Приложил трубу к сиденью и по месту просверлил отверстие через трубу. К передней части сиденья также прикрутил трубу, но уже диаметром побольше. Для сидения к раме приварил перекладину, к ней будет приварено крепление спинки. Переднее крепление сидения будет привариваться к раме с помощью отрезков трубы. Их я плотно подогнал к стыкам рамы. По сиденью я пока закончил и перешел к рулевой колонке. Взял рулевую от ВАЗа, не помню только от какой модели, но в ней есть регулировка по высоте. Прикинул я по месту, со стороны смотрится, как будто в спорткар установили руль от КамАЗа. С рулевым колесом однозначно нужно что-то делать.
Полазил по интернету, и минимальный ценник за 250 миллиметровый руль оказался в районе 4К рублей. Значит, руль буду делать самодельный, на основе стандартного рулевого колеса. Сначала я снял руль и избавился от всего лишнего. Круглый прут я не нашел и взял 10-миллиметровый квадратный. Сгибал его вручную в кольцо, через сделанную из труб вилку. Отрезал хвосты и сварил заготовку в кольцо. Получилось примерно 250 мм. Примерно отмерил этот диаметр от руля и отпилил центральную часть. Очистил ее от резины и креплений для сигнала. Расположил шлицевую муфту примерно по центру и приварил ее к кольцу. Отрезал все лишнее, и получился хороший бюджетный руль. Позже обмотаю руль изолентой, либо вы что-то подскажете мне в комментариях. Кстати, в стандартном руле использовался тот же квадрат, но уже 8 мм. Теперь нужно изменить длину рулевой колонки и подогнать вылет для удобного управления. Для этого я разрезал трубку и вварил в нее 16-миллиметровый круг. К раме добавил еще один элемент для крепления рулевой колонки. Закрепил рулевую колонку на раме с помощью кронштейна, сделанного из уголка. Теперь рулевое колесо гармонично смотрится, и его диаметра хватает для легкого поворота колес. С передней частью багги я пока что закончил и перешел к задней. В первом варианте для передачи момента от двигателя к колесам буду использовать редуктор от мотороллера Муравей. Вообще хочу поэкспериментировать и попробовать несколько вариантов двигателей и трансмиссий на багги с разными компоновками и размещением. Это поможет мне найти оптимальное решение для этой тележки. И если вы когда-нибудь захотите повторить этот проект, вам не придется делать моих ошибок. Итак, первый вариант будет основан на редукторе от Муравья. Большим плюсом в нем является задняя скорость, которая включается рычагом сверху на редукторе. В нем также присутствует дифференциал, который лучше заблокировать, но этого я пока делать не буду. Сначала я его частично разукомплектовал, снял муфты привода и звездочку, которую, наверное, заменю, благо на рынке еще есть запчасти для этого редуктора. Креплением редуктора к раме пока что послужат два уголка. После подгонки будут сделаны еще два верхних крепления из тех же уголков. Идеально к этой компоновке подходят короткие привода от переднеприводного ВАЗа. После того, как нашел положение редуктора, разметил и просверлил в уголках отверстия. Для фиксации редуктора использовал 8-миллиметровую шпильку. Другие два отверстия под шпильку просверлил по месту. Теперь нужно приварить к приводу шлицевую муфту от редуктора. Поставил редуктор на раму и полностью вывесил колеса для поиска оптимального положения привода. Это делается для того, чтобы привод работал в штатном режиме, ведь с изменением положения подвески изменяется и длина привода с помощью подвижного внутреннего шруса. Перед тем, как отрезать шлицы, разобрал шрус, снял пыльник и стопорное кольцо. Перед стыковкой срезал уши с муфты, они больше здесь не нужны. Для стыковки буду использовать самодельный токарный станок. На нем выточил оправку для муфты и закрепил ее на импровизированной задней бабке. Надел на патрон корпус шруса с подготовленной осью под сварку. Соединил две детали и посадил на прихватки. Несколько раз переваривал, так как с первого раза ничего не получилось. Но даже после этого легкое биение все равно присутствует. Если оно будет мешать и создавать вибрацию, отнесу детали к токарю. Таким образом переделал два привода. Собрал привода в обратном порядке и соединил ими колесо с редуктором.
Пока двигателя нет, тестировал систему с помощью шуруповерта. Проверял биение, задний ход и работу дифференциала. Заметил, что полуось редуктора болтается. Скорее всего, это не заводской допуск, а убитые подшипники или дифференциал. Нужно в этом разобраться, иначе привода просто разобьют редуктор. Всем этим я уже займусь в следующем видео. Также в следующем видео я планирую устанавливать первый вариант двигателя. А пока я отдохну денек и сразу же возьмусь за новую часть. Всем спасибо за вашу поддержку, лайки и комментарии. Увидимся в следующей части. Чуть не забыл про розыгрыш. Победителей вы видите на своем экране.